Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас на канале агрогороскоп с 3 по 6 сентября 2021 года. Это время убывающей Луны в знаке Лев. Но прежде чем мы рассмотрим всю агроастрологическую ситуацию на этот период, прошу вас, делитесь, пожалуйста, этими видео с другими, с друзьями, с родными, с близкими. Меня очень радуют ваши сообщения о том, что вы очень хорошо завершили сезон благодаря агрогороскопам. И эта армия наших огородников и дачников свидетельствует о том, что мы на правильном пути, и наш опыт очень полезен для всех. И этот опыт приносит хороший, позитивный, самое главное, хороший урожай. Ну и не забывайте, пожалуйста, делиться этим видео, комментировать, лайкать. И это и есть ваша оценка нашего труда и ваша оплата нашего труда. Мы не просим у вас какие-то деньги, а просто уделите внимание нашим видео, посмотрите рекламу, посмотрите до конца видео. И это будет ваша оплата нашего труда, за что мы вас и благодарим. Итак, давайте рассмотрим агрогороскоп. Мы живем на юге Украины, на юге Одесской области. И несмотря ни на что, у нас меняется тоже, переводят время, и многие живут в разных странах, в разных часовых поясах. Но всегда очень удобно всем определять свое местное время по московскому времени. Поэтому мы составляем, так как вам удобно, именно агрогороскопы по московскому времени. Ну что ж, давайте рассмотрим. Предисловие такое длинное, но оно было очень важное. Вернемся к 3 сентября. Посмотрите, пожалуйста, с утра и до вечера это еще Луна, убывающая Луна в знаке Рак, а в 18:59 переходит в знак Лев. Но здесь у нас период, видите, спящей Луны. Поэтому все дела, которые нужно сделать с посевами, с посадкой, все они, конечно же, отменяются. И далее идет период, мы будем сейчас все виды работы рассматривать более подробно, но пока вот рассмотрим дни, которые нас интересуют. Вот 4 уже чистый Лев будет, все 24 часа. 5 тоже чистый Лев. И 6 сентября до 2 часов ночи и 6 минут будет находиться Луна в знаке Лев, а затем перейдет в знак Дева. И вот с этого момента тоже различные дела у нас будут не сочетаться. Вот видите, некоторые вещи, которые можно сделать здесь, здесь нельзя и так далее. Но мы сейчас пока каждому пункту обязательно проговорим все. И что еще хочу обязательно сразу отметить. 5 у нас начинается с 3 часов 53 минут время черной луны, Геката. Потому что 7 у нас уже будет новолуние. Поэтому 5 и 6 это время Гекаты. И здесь, кроме важных дел, которые связаны где-то с сбором урожая, заготовкой, вот что-то можем делать, что-то не можем делать, но снова же все зависит от знака зодиака, в котором находится Луна. Итак, возвращаемся к 3 и смотрим этот день. Этот день знак стихии воды до 18:59, но в связи с тем, что Луна без курса, посевов нет, рассаду тоже не высаживаем. И то же самое 4, 5 и 6 посевы тоже не проводятся. Это Лев, это убывающая Луна, и это уже с 5 числа черная Луна. Поэтому никаких посевов, никакой рассады, и тем более даже Дева. Это время у нас уже новолуния. Это время не для посевов и не для посадок. Идем дальше. Возвращаемся 3 сад. Вот здесь, смотрите очень внимательно, здесь можно заняться поливами и подкормками, а вот обрезать и другие какие-то дела здесь, защиту только можно сделать. Но очень важно поливы и подкормки, особенно там, где не было дождей.
а такие регионы есть. И этот регион, кстати, и у нас. К сожалению, почти все лето у нас без дождей. Июль-август. Июнь был очень дождливый. Вот смотрите, в знаке стихии воды мы можем поливать и подкармливать. А далее уже стихия огня. Поэтому здесь, кстати, перед новолунием можно заняться обрезкой растений. Обрезать растения в саду при луне в знаке стихии воды нельзя. А вот знак стихии огня, пожалуйста, обрезайте здесь любые обрезки на любых растениях. И во льве очень хорошо собирать семена. Ну и, естественно, все дни при необходимости защита от болезней и от вредителей. И нельзя будет обрезать растения в знаке Девы, уже 6-го. Вот я на зеленой операции, вот это нет, написала. Вот здесь нельзя заниматься, кстати, и сбором семян, и обрезкой, всеми этими видами работ, кроме защиты растений. Следующий момент – комнатные цветы. Очень много у нас любителей комнатных растений, поэтому для вас запомните, запишите, 3 сентября вы можете поливать и подкармливать. И очень важно утром сделать перевалку, пересадку растений. Сделайте это до времени перехода Луны в спящее состояние, то есть до периода Луны без курса. Желательно это сделать до 8 часов утра, а затем вот этот период неблагоприятный для пересадок, перевалок. Вот этот момент очень важен. И подкормочки, защита ваших цветочков от болезней, от вредителей. Кстати, в это время можно утром еще, очень хороший период будет, до 8 часов для комнатных цветов, можно будет аккуратненько с землей пересадить в большие горшки садовые растения. Дело идет уже к зиме. Постарайтесь уже теплолюбивые растения пересаживать. И, естественно, их где-то в тенек или в прохладное помещение, чтобы они адаптировались к новым условиям, новому пространству. Итак, у нас для цветов очень хорошее время 3 до 8 часов утра. Затем вот эти поливы, подкормки проводим, а вот пересадки, перевалки, посадки ничего не делаем. И 4 числа тоже эти работы нельзя проводить, кроме защиты от вредителей и болезней. И 5 нельзя проводить какие-то работы, связанные с поливами, подкормками, посадкой, пересадкой. А вот уже 6-го, это уже время Луны в Деве, можно комнатные цветы снова же полить и подкормить. И здесь можно и защиту растений провести. И мы уже говорили о черенковании. Здесь не проводится черенкование, не проводятся зеленые операции на растениях. Еще раз напоминаю об этом. Это что касается комнатных растений. Теперь рассмотрим отдельно поливы и подкормки. При Луне в стихии воды всегда эффективны поливы. Ну и, естественно, подкормки. Там, где еще прекрасно зеленые стоят растения, можно еще и нужно провести подкормочки кремнием и калием для того, чтобы подготовить растения к зимовке. И это можно делать, кстати, поливы вот до 18 часов. А вот подкормочки тоже до 18 у вас прекрасно это получится, уже короткий световой день, можно и этот вопрос вечером закрыть. Зато уже 4, 5 этого делать нельзя, потому что это знак стихии огня. Поливы бесполезны, а подкормки, естественно, опасны, даже если не сильно жарко. Хотя уже температура падает, но подкормки не дают эффекта, потому что растения заняты совсем другими делами. Они не принимают питательные вещества в это время. Они все заняты то ли семенами, то ли плодами, но у них совсем другие дела, и они, нет у них задачи воспринимать питание в это время. Зато 6-го уже в Деве можно и поливать, и подкармливать. Но помните, что физиологические процессы затихают в растениях, поэтому подкормки уже уменьшайте, меньше, чем в инструкции, и завершайте уже с подкормками свои дела, потому что дело идет к зиме. Ну а вот то, что очень важно именно в знаке стихии огня сделать. Если
3-го в знаке стихии воды, в раке, нельзя собирать урожай для хранения, для переработки. Можно собрать, чтобы съесть в тот же день. А вот для того, чтобы потом хранить или законсервировать, вот это мы не делаем 3-го. Зато мы это делаем уже 4-го и 5-го. И 6-го тоже нельзя проводить сбор для длительного хранения. И овощи, и плоды, и ягоды. Ничего-то не делаем. Я еще раз провела очень интересный эксперимент. И еще раз убедилась, что вот этот момент очень важен. Не срывайте с дерева на хранение, не копайте картофель, не собирайте лук. Потому что в это время в Деве растения, к сожалению, тоже заняты совсем другим делом, и они не дают нам хороших плодов, качественных плодов, которые будут храниться. Это что касается, смотрите, у нас нельзя эти дела делать, собирать урожай и 3-го, и 6-го, зато 4-го и 5-го у нас очень хорошие дни, все, мы собираем весь урожай. И, естественно, для чего? Для заготовок и закладки на хранение. Потому что очень важны эти 4-го и 5-го, эти 2 дня. Очень хорошо сейчас уже приближаются холода, поэтому собирайте урожай, консервируйте, сушите, замораживайте и готовьте для закладки или уже закладывайте на хранение, на зимнее хранение. Не растягивайте удовольствие, очень резко меняется погода. И вот эту всю работу 4-го все 24 часа, а вот 5-го постарайтесь до 18 часов сделать, потому что после 18 часов, прошу прощения, новый вид работы, немножечко забылось. Теперь видно, да, до 18 часов сделайте эту работу. А вот заготовки и закладка на хранение 3-го и 6-го мы не делаем, не проводим. Это время, когда растения, плоды и зеленушка, и ягоды, они очень плохо хранятся. Банки взрывает только так, к сожалению. Вот такая ситуация. Ну что ж, мы сегодня с вами рассмотрели уже новый способ, испытываем, продолжаем работать над этим, ищем новые какие-то вещи для того, чтобы улучшить качество нашей работы. И вот такая сегодня у нас тема. На этом мы завершаем это видео. Прощаемся с вами. До следующих встреч на нашем канале. А желаем вам крепкого здоровья, выдержки, терпения и хороших сил ваших внутренних для того, чтобы вот все собрать, заложить на хранение, заготовки сделать, и чтобы у вас были хорошие запасы на зиму. Всего вам самого доброго. Пока-пока.